Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я решил на даче сделать септик самодельный из двух бочек. Одна железная, другая вот такая вот пластиковая. Ну, кто видел мои предыдущие видео в разделе для дачи, у меня пока была обычная яма, но воду стали больше, скажем так, использовать. А в том месте уровень грунтовых вод повышен. Ну, в общем, решил я сделать типа наподобие септика, но самодельного. Что у меня будет представлять? Ну, вот сюда у меня будет подходить выпуск. Единственное, что пока без туалета. Туалет немножко. Но потом сделаем. То есть это пока раковина, душевая. То есть туалет только, скажем так, жидкие массы, да. Посудомоечная машина с кухни. В общем, вот сейчас у меня вкопана вот такая вот металлическая бочка. Она у меня вкопана, занкелена. Вот если видите, идут такие вот тяги. То есть под бочку у меня забетонирована подушка, ну, чтобы она не всплывала. Уровень грунтовых вод довольно высоко. Ну и вообще, когда весной они поднимаются, чтобы не всплывала, и зимой не вытекла. Она у меня закрытая. То есть тут, соответственно, будет крышка с вентиляцией, да, и здесь я бактерии кину, то есть закрытая будет. Будет осаживаться твердой массы. Отсюда будет ниже на 10 сантиметров, чем подвод из дома. Будет идти труба вот в эту вот пластмассовую бочку. Но я там, она у меня в дне была дырка, она будет без дна. То есть я на дно насыплю щебеночную подушку. Ну вот такие у меня здесь камни. Щебенку возить не буду, но камней много здесь мелких, здесь каменистая почва. Вот так поставлю бочку, соответственно, без дна. Тут тоже сантиметров 10 насыплю щебенки, ну, камней. И, соответственно, из этой бочки будет протекать сюда труба. То есть жидкие твердые массы будут оседать, а жидкие будут перетекать в эту бочку и фильтроваться через подушку, через щебенку в землю. Ну, потом, ну, по крайней мере, она пока работать будет так. Посмотрю, как она будет работать. И если, скажем так, этого будет недостаточно, сделаю потом поле рассеивания. То есть я сделаю 2 трубы. Вот здесь подведу. Ну, это будет на следующее видео, если не будет работать, да. Сниму, да. И у меня вот так будет идти 2 трубы песчаной подготовки, обернутые геотекстилем, чтобы когда она наполняется, да, если она вдруг будет не уходить сюда, то есть они будут, поле рассеивания будет уходить по поверхности. Итак, что сейчас я сделаю? Ну, для начала я отрежу днище. Второе, здесь сделаю подводку, но, по крайней мере, уровень получу, да, чтобы отверстие прорезать, которое будет подведено от дома. Вот от дома она будет идти. Вот так. Для чего получу отметку? Чтобы потом на 10 сантиметров ниже вот этой отметки, да, отсюда вы сделать выпуск вот в эту трубу. И чтобы уже поставить, закопать вот эту вот всю зону, да, и уже потом делать подвод к дому. То есть сейчас надо получить будет отметку. Так, ну вот в эту яму я положил щебенку. Такая крупная щебенка получилась. Здесь не привозная. Место тут, короче, было. Отфильтровал ее, там, ну, камешки есть такие небольшие, нормально. Короче, подготовка будет. А еще слой будет так, ну, сантиметров 10 в самой бочке. Ну, вот в этой синей, без дна которой. Так, здесь выпилил вот. Как я говорил, сначала у меня полтинник, да, подвод от дома идет. Потом будет 110, там, ну, в будущем, то есть расширим. Вот, а вот 110 отвод на эту трубу. Как я и говорил, да, уровень трубы верхней у меня получился как низ здесь. Ну, получается, я не ставил 10 сантиметров разницы. Ну, там по осям получается 10 сантиметров разницы по осям. Она и получается. Здесь получается сколько у нас? Ось 2,5. И здесь 5, да, 7,5. То есть, ну, у меня получилось 7,5 разница в осях.
а не 10, как надо было. Ну, это нормально. Мне хватит. То есть уровень здесь будет низа. Здесь. Когда, конечно, 110-ю потом подключу, да, я, наверное, скорее всего, чуть повыше. Ну, вверх будет. То есть низ трубы одинаковый, вверх будет выше подниматься. И ничего не поменяется. Так, здесь поставил, ну, можно было уголок. У меня не было уголка, вот 20-45 для чего? Чтобы под 90 градусов вот так прием шел. Ну, потому что когда будет стоять вода, да, она будет здесь стоять, чтобы не попадала всякая, ну, твердые частицы, которые по поверхности могут плавать, они не будут попадать. То есть она будет так вот сочиться и стекать. Так, сейчас я буду ставить эту бочку синюю. Буду по отметкам смотреть уклон. То есть вырежу здесь отверстие сразу, да. Поставлю, положу щебенки, присыплю ее, ну, чтобы она не шаталась. Пройду, ну, эту трубу сразу подведу, да, на подвод, чтобы шел. Одна, короче, секция. И обойду здесь. Здесь, конечно, может быть, не надо было, но все равно обойду. Обойду технониколем. Ну, кто видел у меня, я делал вентиляцию в гараже. Там делал вытяжку. У меня остались куски. Обойду вот здесь. И потом буду засыпать. Так, ну вот что у меня получилось. Вот мы видим уклон. Да? Видите, уклон есть. Так, ну здесь как просто выпуск. Да, вот он. Сейчас будем кидать сюда щебенку, а потом, когда поле рассеивания, то есть будет 10 сантиметров от оси. То есть получается 10 сантиметров осевая. От 110 будет 2 выходить туда и туда. Ну вот, как я говорил, если поле рассеивания, если справляться не будет. Так, сейчас сыпем сюда щебенку. Ну, по краям можно еще щебенку тоже посыпать. То есть по краям сыпем и сыпем внутрь бочки. И потом будем засыпать. Ну и здесь, соответственно, тоже засыпаем. А здесь делаем подвод полтинника. И тоже, соответственно, будем засыпать. Так, ну вот что у меня получилось. Так, вот у меня бочка засыпана. Видите, там на дне камни. Ну и вокруг бочки тоже там я камней подсыпал, чтобы такая подушка была каменная. Ну и засыпал песком. Пролил водичкой, чтобы там бывало. Потом эту крышку сделаю. Ну, здесь запаяю, здесь вентиляция не нужна. Она будет нужна в закрытой бочке. Ну, здесь какие-нибудь, не знаю, может у меня есть кусок текстиля, которым я примыкание делаю. Тоже, может, так вот опущу юбкой такой. Так, ну вот здесь, как я и говорил, да, примыкание сделал. Вот здесь. Здесь идет забор воды сюда. Тут, видите, я сделал дырочку, поставил полтинник. Для чего? Ну, чтобы воздух не скапливался, то есть вода чистая, ну, на поверхности будет не очень, может быть, всякая гадость плавать. Она будет набирать чистая, но чтобы воздух не скапливался, он же будет пузырем состоять, будет выходить из этой вот трубы. Ну, она выше сливной. Ну, а вам, в принципе, у меня просто оставались эти вот, как я и говорил, 45-угловые отводы. А у вас, если нету, можно просто сделать. То есть труба будет выходить, а здесь поставить обычный тройник. Снизу запускается, а сверху отверстие. То есть тройник поставили, купили там, и не надо вот так вот, как я сделал. Так, ну это у меня подвод. Да, вот он. Вот он у меня идет, это здесь я уже закопал, вот, к дому пошел. Потом я, говорю, буду делать диаметром больше. Так, ну что, сейчас буду закапывать, проливать песок, чтобы утрамбовался хорошо. Потом буду на крышке поставлю вентиляцию. То есть вентиляционная труба должна быть вот в этой зоне, где бактерии будут у меня тоже помещены. Ну и тоже, может быть, так юбочкой я сделаю геотекстиль. Так, ну вот я поставил вентиляцию на крышке, привалил ручки. Ну здесь, как вы уже видели, да, там уже вода. Она уже пользуется. Так, ну, здесь потом, ну, думаю, покрашу, наверное, даже, может быть. Посмотрим. Ну и здесь, соответственно, дырку заклеил. Не знаю, тоже, может, какую-нибудь юбочку сделаю или покрашу. Ну вот, в принципе, все. Ну вот, что у меня получилось. Это первый приемник. Замкнутый, там у меня таблетка для септиков стоит. Ну, вы помните, да, вот подвод здесь. Здесь переходит
вот в эту бочку. Ну, я тут приварил ручки, я уже сказал, да. Вентиляция подкрасил черненьким. Здесь тоже, ну, крышка у меня, не знаю, говорил, не говорил, это зна, то есть дно выпиленное с этой же самой бочки, оно как раз приходит, горлышко поуже. Тоже здесь остатки геотекстиля приклеил. Ну, здесь больше не сколько для того, чтобы подходила поверхностная вода. Здесь-то бочка ниже, да, и, соответственно, вот эти вот не геотекстили, технониколь у меня как бы служит, чтобы не затекало под крышку. А здесь это просто как фиксатор, да, чтобы там крышка не ездила. Ну, прикрутил ручечку, тоже там подкрасил, баллончик у меня был. Так, ну вот так это выглядит. Тут, в принципе, у меня, не знаю, видно, не видно, вот. Видите, белая полоска. Это уже вода сегодня была, то есть стекала с той бочки. Сейчас она ушла через щебеночную подготовку. Ну, сейчас сухо. Соответственно, вода уходит легко, а когда, скажем так, влажно и дождей много, то, возможно, будет плохо уходить у меня, потому что уровень грунтовых вод высокий. Поэтому, как я уже сказал, возможно, буду делать поле рассеивания, да, из двух труб, ну, две ветки трубы 110, две по 2 метра, то есть по 4 метра, одна и вторая будет. Ну, то есть, соответственно, будет отходить, ну, вот, ниже этой трубы, там чуть раз и вторая. Но пока я это не сделал, это тема другого видео. Сниму, как буду делать поле рассеивания. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.